Здравствуйте, друзья! Меня зовут Искал, Роман, кому как угодно. Дания претерпела кучу изменений, стала такой интересной страной в скобочках нет. Но сегодня мы за нее поиграем, посмотрим, что там получится, что у нас произойдет. Вообще планы изначально какие? Сделать из Дании великую скандинавскую могущественную страну, подчинить Скандинавию, там Британию захватить, Рейх отшлепать и так далее и тому прочее. Что получится, то получится. Приятного просмотра. Новое дополнение по игре Hearts of Iron 4 уже вышло, поэтому самое время прикупить себе новое дополнение с экономикой переработанное. Но как это сделать, ведь пополнить Steam невозможно. Для этого я использую сервис Купикод, дабы иметь самую низкую комиссию и моментальное зачисление средств ко мне на счет в Steam. Пополнять свой баланс через Купикод очень легко, просто, быстро, дешево и самое главное безопасно. Пополнение нашего счета происходит 3 действия. Вводим свой логин, вводим промокод, который вы сейчас видите на экране, по этому промокоду комиссия на пополнение счета Steam снижается на 2%. Действие промокода ограничено, поэтому пользоваться им нужно прямо сейчас. Дальше нам остается только применить наш промокод и нажать «Оплатить». Смотрите, сколько тут способов оплаты. Очень важно, ребят, отметить, что сервис не запрашивает пароли и другие данные от аккаунта, только логин, который нужно пополнить. Поэтому ваш аккаунт останется в безопасности, на этот счет можете не волноваться. На сайте также можно авторизоваться с помощью Телеграма или ВК и получить 50 бонусных рублей, а для зарегистрированных пользователей действует постоянный кэшбэк на каждое пополнение аккаунта. Кроме российских аккаунтов в Steam можно пополнять также казахские. Все это делается также очень просто, благодаря удобному калькулятору, который считает за вас денежки по актуальному курсу. Исходя из этих сведений, обязательно попробуйте пополнить свой баланс Steam через этот замечательный сервис. А по моему промокоду, который вы также видите на экране, пополнить свой баланс Steam можно с дополнительной выгодой. Пользуйся, а то промокодик ограничен. Ссылка в описании и в закрепленном комментарии. Так, Даня, ну-ка давай-ка посмотрим, что у нас здесь есть такого интересного. Огромное количество национальных фокусов и так далее и тому прочее, да? Сразу я вижу прикольный вариант, по которому я хочу пойти. Это марш на столицу, захватить власть. Дания превыше всего и поехали. Но также вижу второй интересный вариант. Король принимает власть. Расширить королевскую лейб-гвардию за короля и отечество и повторно интегрировать остров, мести, там, Domination, Денло. Утвердить нейтралитет и погнали, сразу погнали. Что мы будем делать? Базовые станочки, это уже по давней традиции, просто мы фигачим. Также нам нужны с вами самолеты, хотя бы самые первые истребители изучить уже хорошо будет. Конструктор многоцелевых самолетов, вот это мне и надо. Хорошо. Население, в принципе, нормальное, могло быть, конечно, получше. По строительству в Зеландии, наверное, военный завод сразу за бабахами. Что у нас по нашим нацдухам? Так, баланс военного и социального бюджета, нахрена мне это? Механика ненужная. У нас заброшенная армия, экономический кризис, датские промышленные возможности. Понятно. Короче, сделаем все как надо. Будет у нас великая могущественная страна, только надо, чтобы немножко времени прошло, и все будет у нас чики-бомбони супер. Национальный фокус не выбран, объединить правых сразу идем мы рашим политическую ветку фокусов, потому что нам это необходимо делать. Так, давайте пока что все наши войска приведем сюда. Что у нас по производству? Давайте посмотрим. Ну производство, конечно, бешеное, не поспоришь. Ужасное производство. Изменение правительства, можно нанимать каких-то мужиков. Власть, что у нас тут есть? Сторонник перевооружения, коммунист-революционер, капитан индустрии. А есть у меня тут мужик, который дает мне стабильность. Капитан индустрии, сторонник перевооружения. Сторонника перевооружения, наверное, возьмем. Сразу пускай у нас люди копятся, пускай у нас все будет с вами хорошо происходить. Низкие военные расходы. Военные расходы будем повышать. Короче, все будем повышать, делать все ради блага Великой Дании. Что у нас там, кстати, по нашей марионетке Исландия? Как там Исландия поживает? В единстве сила и поехала, да? Американская защита, понятно. Ну до американской защиты не дойдет, потому что Третий Рейх пойдет прежде, чем до этого дойдет. Так, заручиться поддержкой консерваторов. О, наконец-таки у нас остались только фокусы, которые мы с вами выбрали. Замечательно. Так, сговориться с офицерским корпусом. Ну, это все по 35 дней, поэтому просто рашим нашу политическую ветку фокуса. Потому что в этой игре, знаете, решает время очень и очень сильно. Без времени мы тут никто. Что у нас по флоту? Ой, 7 кораблей всего лишь, да? 2 корабля
береговой охраны, один из них флагман. Да даже у Норвегии 20 кораблей, ну о чем речь? Ни армии, ни флота, ни авиации, вообще ужас. Одна из самых слабых скандинавских стран. Так, радио. Погнали сразу на радио. Хотелось бы самолеты производить, самолеты нам очень сильно пригодятся. Я понимаю, что много мы их произвести не сможем, но хотя бы чуть-чуть уже будет хорошо нивелировать вражеское превосходство в воздухе. Поощрить создание военизированных организаций, давайте, погнали это делать обязательно. Нам нужно сейчас, сами знаете, что сделать? Частичную мобилизацию, наверное, сразу взять. Или какого-то политика дополнительно, ежемесячный прирост населения. Во, слушайте, неплохой мужик, давайте его возьмем. И фабрик побольше нам оставит, вообще суперски. Военнообязанное население становится все больше и больше. Хорошо-то как, до 2,5% мы с вами точно дойдем. Ладно, сейчас укрепим офицерский корпус и посмотрим, что дальше будем делать. Заручиться поддержкой консерваторов, демократия, поддержка сразу минус 10%. Отлично, самолет первый мы с вами изучили, тоже нам пригодится. Так, что мы здесь выбираем? Легкая авиация, техника, специализация, средняя авиация. Берем воздушную атаку, защиту. Будем потихонечку авиацию производить, авиация очень сильно нам важна. По шаблонам я чуть попозже покажу, пускай наши дивизии пока что тренируются, накапливают нам опыт армии. По шаблонам я покажу чуть позже, какими шаблонами мы будем действовать, что будем вообще делать. Сейчас очень сильно изменили все шаблоны, которые только могли быть из-за новой ширины фронта на всяких территориях, равнинах. Вот на равнинах, видите, ширина фронта 70. В лесах тоже там ширина фронта очень сильно поменялась. Надо создавать дивизии, которые плюс-минус нормально будут чувствовать себя в этой ширине фронта. Так, мы можем подписать какой-то договор, получим один военный завод вне карты, заброшенная армия станет капельку незаброшенной. Как-то так это прозвучало сейчас. Либо можем пойти с вами на промышленность. Что промышленность? Фабрики, инвестиции, гражданские. Ой, до всего этого, я думаю, мы с вами дойдем спокойно. Давайте пока что подпишем договор, получим с вами военный завод, который сразу пустим на производство вооружения. Давайте, одна верфь у нас всегда на конвоях трудится, и ранний корпус подводных лодок, торпедное отделение. Давайте торпедную атаку лучше поставим, вот так. Будем производить более улучшенные подводные лодки. Правда, эти подводные лодки, наверное, ничего кроме самого себя не смогут потопить, но мы будем надеяться на чудо. Буквально нам чуть-чуть осталось подождать, и сможем провести первый переворот в этой стране. Вообще, по хорошему заданию самолеты надо сразу в самом начале производить, хотя бы чуточку накапливать, потому что самолеты в Дании решают очень сильно, поверьте мне. Я, как человек, который в этом ничего не понимает, говорю вам, что... Это так. Чтобы захватить Британию, нам потребуется очень мощный и крепкий флот, хотя бы чтобы пробиться через вот это вот Северное море, чтобы получить там превосходство в воздухе. Для этого еще и авиации куча потребуется. Расширить королевскую лейб-гвардию — это Хеврен, организация, атака дивизии, защита дивизии. Здесь мы получаем организации, атака дивизии плюс 10%. В принципе, неплохо. Свернуть королевство, погнали, наконец-таки мы можем это сделать. Че у нас по нашим вооружениям? Блин, у нас так быстро копится дополнительное оснащение, что... количество винтовок даже не успевает к нему приблизиться. Ладно. Мы же еще с вами можем закупать разную фигню у разных стран. Например, если нам нужны винтовки, можем закупить маузеров. Так, мы свергли с вами правительство. У нас Кнут Бах, правый популист. Хорошо. Правый популист у нас стал командующим. Король принимает власть. Погнали, сразу это делаем. Сразу мы с вами в 37 году меняем свою идеологию. Ну ладно, пока что отвлекемся от этой темы. Давайте посмотрим, что у нас по военно-морскому флоту. Высадки у нас изучены, это хорошо. Давайте изучим сразу новые подводные лодки. Откроем там новую ячейку, и что у нас здесь? Здесь мы должны с вами взять специалиста по истребителям или на штурмовика. Дальность. Ну, давайте дальность возьмем. Пока что я еще не определился, что я хочу взять, истребители или штурмовики. Но, по всей видимости, наверное, истребители, потому что они дешевле производства. Изучаем строительство самолетов. Погнали. Что по шаблонам? Давайте сразу покажу шаблон, который мы будем с вами играть. И, в принципе, все. Никакие моторизованные роты разведки, ничего такого нам не надо. Ширина фронта 12 у нас. Поэтому пока что вот такие дивизии у нас с вами. Так, армейская логистика, борьба с подводными лодками, подводные лодки мастер, вот этого мужика позже возьмем. Что у нас здесь? Баланс военных и невоенных, социальный бюджет, что? Восстановить Ландстром, это что нам даст? Людские ресурсы, защита дивизии национальной территории, новые решения у нас откроются, вот это да. Давайте восстановить Ландсторм. С учетом неспокойной обстановки в мире пришло время возродить Ландсторм для защиты нашей территории. Согласен? Так, вот он, наш базовый корпус самолета, 2 двигателя, 1 двигатель у нас будет. Хотя бы один военный завод на производство такого истребителя у нас должен всегда стоять с вами. Давайте все-таки собственные проекты изучим. Получим один военный завод на халяву. Это неплохо. Играть я буду по второй доктрине, по левой ветке. Подводные лодки постоянно будем изучать. Пускай у нас хотя бы флот из подводных лодок будет состоять. Потом уже перейдем на всякие эсминцы, крейсера, там авианосцы и так далее. По мере развития нашей страны. Что еще? Создаем, кстати, агентство. Агентство нам очень сильно пригодится. И что дальше по самолетам? По самолетам, я думаю, тут больше ничего нам не нужно пока что, да? Но еще сейчас с вами получим бонусы
и на авиацию. Ну, потихонечку накапливаем мы с вами хоть какую-то армию. Пускай у нас будет хоть какая-то армия, повторюсь, потому что у нас на полях сражений 50 тысяч человек, нужно, конечно, больше. Нужно больше. Дальше идем на гражданскую инфраструктуру, пока мы с вами не накопили достаточное количество вооруженных сил. Так, здесь мы получили неплохие такие бонусы на разные прикольные вещи. Тяжелый пулемет мы берем. Так, на полях сражений у нас с вами 79 тысяч бойцов. А значит, нам пора с вами действовать водка. Заходим сюда, здесь мы с вами проводим военный парад. 38-й год, ребята, если что, уже на дворе. Мы еще ни на одну страну с вами не напали. Есть такое мнение, закрадывается у меня в голове, что дополнение сделали специально так, чтобы никакая страна в начале своего пути даже войну никакую не начала. То есть до 39-го года мы с вами вряд ли начнем какую-то войну против Швеции, Норвегии или еще какой-то страны. Это просто будет невозможно. Остается довольствоваться тем, что вот мы типа развиваемся, мы с вами молодцы, мы стараемся стать сильнее и так далее. Юху! Там Третий Рейх уже вовсю военизирует свою промышленность, блин. А мы сами чё? Пук-пук, 6 военных заводов, пук-пук, 10 фабрик, пук-пук. Магнитный детонатор был у нас изучен, хорошо. Дальше что мы с вами берем? Торпедную атаку сразу берем, и надо нам прокачать наши подводные лодки, которые у нас все это время производились. Вот. О, скандинавская безопасность, отлично, погнали. Наконец-таки мы можем это взять, все-таки успели прорашить. Ура, ура, ура. Неплохо, неплохо, неплохо. Так, мы можем с вами вернуть Норвегию. Наконец-таки. Давайте попробуем сразу это сделать. Так, и по нашим дивизиям мы отменяем всяческую подготовку, которая у нас до этого времени велась. Давайте сразу Волса. Хорошо. Вопрос нейтралитета... Да нафиг, блин, мне этот альянс нужен вообще, алё. Так, следующим шагом что у нас будет? Вот сюда также приводим 3 дивизии под командованием нового генерала. Эти дивизии у нас будут высаживаться вот отсюда, вот сюда. Оружие огневой поддержки у нас изучилось. Замечательно. Погнали дальше на артиллерию. Улучшим артиллерию. Вот так методично мы будем с вами двигаться. Я думаю, 100 тысяч бойцов хватит для того, чтобы захватить Норвегию. Уж на это очень сильно я надеюсь. Учитывая, что еще флот Норвегии разбазарен по всей ее стране, где-то на севере, где-то еще где-то, то есть мы должны с вами спокойно высадиться. Вернуть Норвегию. Фокус национальный был закончен. Замечательно. Дальше что мы делаем? Искать защиту. И погнали сразу высаживаться на Норвегию. Полетели наши дивизии, поплыли наши красавчики. Сразу включаем вот эти всякие интересности, которые только можно включить. Все включаем. Главное, чтобы мы пробились. Хорошо, здесь дивизии норвежцев на нас упарываются. Все, мы высадились, ребят. Отводим основные наши подразделения вот сюда, Волса. И здесь мы сразу должны с вами котлить вражеские подразделения, которые у нас здесь оказались в нашем таком мини-котле. Двигаемся мы очень хорошо, наши дивизии офигенно справляются. Новому командующему даем приказ просто захватить всю Норвегию. На агрессивном плане наступления прорываемся, делаем тут всякие возможные котлы, где-то задерживаем вражеские подразделения, где-то атакуем. Отсюда всю нашу авиацию, которая у нас есть, отправляем сюда и отправляем здесь патрулировать воздух. Дальше продвигаемся по всем возможным фронтам. Надо, главная задача сейчас захватить Берген. Кстати, давайте посмотрим, что это такое, вот эта тема, разместить Ландсторм в Зеландии. Что у нас получится из этого? Единственное, что нам здесь дивизий с вами, друзья мои, не хватает. Тут было бы побольше дивизий, было бы полегче намного. Норвегия капитулировала. Забираем весь флот, который был у Норвегии, отлично, и забираем все территории Норвегии, которые были у Норвегии. Война закончена, Норвегия стала нашей. Так, следующим шагом мы тут начали переориентировать производственные линии. Нет, следующим шагом мы с вами пойдем заполучить шведскую сталь. Вот это, мне кажется, более таким интересным вариантом. Здесь мы 2 дивизии оставим, все остальные дивизии мы переводим нашему основному командующему. Теперь наш основной командующий, рисуем ему вот такую вот линию наступления, переводим сюда все дивизии, которые только можно, и основная его задача просто будет захватить вот такую вот территорию Швеции. Просто надо аннексировать основные регионы шведов, и Швеция пойдет сама собой. Эту войну мы, ребят, с вами обязаны просто выиграть. Самолеты у нас потихонечку копятся, хорошо. Превосходство в воздухе — это очень важная вещь. Так, заполучить шведскую сталь. Фокус национальный был выполнен, хорошо. Отлично. Дальше что мы делаем? Что это такое? Панскандинавизм. Объявляем войну Швеции, и просто моментально мы с вами включаем вот эту всякую тему и погнали. Самолеты наши начинают летать. Вот здесь, все, погнали. Основная наша задача в этой войне — захватить все важные регионы Швеции, которые только возможно. Для этого будут делать у нас птички. За счет того, что у нас больше с вами дивизий сейчас на фронте, мы по всему фронту не будем разбазариваться с вами. Мы просто будем прорываться и делать грязь против шведских подразделений. Учитывая, что у нас еще превосходство в воздухе, это будет очень легкая и победоносная война для нашей страны. Вот сюда мы отправляем наши дивизии. Не успели закотлить, ну ладно. Отсюда мы начинаем атаку на позиции противника и пытаемся его также привлечь с другой стороны. Здесь шведы перехватывают, смотрите, наши конвои. Конвои надо обязательно оберегать. Здесь мы котлим шведскую дивизию. Давайте сразу ее уничтожим. И давайте восстановим снабжение нашей группировки войск, которая слишком далеко убежала. Здесь мы полностью огибаем шведов. По лимиту капитуляции сейчас мы возьмем с вами столицу Швеции. Здесь мы отправляем наши войска в Мальме. Следующим шагом уничтожение армии противника вот
вот на этих всяких рубежах. Получение контроля здесь, Стокгольм наш, хорошо. Здесь мы уничтожаем остатки шведских подразделений, которые у нас такие мини-котлы попали. И у нас появились новые военные заводы, аллилуйя. Я так по ним скучал. Сразу 3 военных завода у нас на производство самолетов идет. И вот по 2 военных завода на все остальное. Дальше мы идем на вольфрамчик, закупаем с вами вольфрамчик, а закупаем с вами резины. Наконец-таки у нас теперь все с вами хорошо. После того, как мы с вами взяли панскандинавизм, мы теперь можем повлиять на скандинавские страны. Зачем нам это надо? Повторно интегрировать остров. Мы аннексируем с вами Исландию. Назначаем вот такой вот фронт, и теперь просто потопали с вами, друзья мои, до Лулева. Захватывать Лулева. Ну, смотрите по потерям. Мы потеряли за эту войну 7 тысяч бойцов, когда шведы там потеряли, уже под 50 тысяч бойцов. Захватили мы с вами Швецию. Замечательно. Захватываем весь флот, который был у Швеции. Все корабли их становятся нашими, и заодно вся территория Швеции становится нашей. Все, захватили мы полностью Швецию, и теперь у нас путь лежит защитить Восточный фронт против Финляндии. Против Финляндии у нас будет плюс-минус такая же тактика, только теперь в этой войне будут у нас участвовать только снеговики, которые нам надо с вами прокачать. Защита дивизий, максимальная укрепленность, вот это мы, наверное, берем. Так, дальше мы берем борьбу с партизанами, хорошо. Нам не хватает теперь солдат, потому что очень много людей идет на гарнизоны. Так, там Третий рейх потихонечку захватывает Чехословакию, до нас он пока не добрался, и хорошо. Финляндию мы оставим в живых в качестве только Карелии, чтобы Карелию от нас Советский Союз с вами не требовал, и все. Исландия принимает наше предложение об интеграции, здесь она становится полностью нашей. Хорошо, блин, как хорошо у нас все с вами получается. Национальный фокус был завершен, сразу же мы с вами нападаем на... Опа, вот это нифига себе, а это типа игра нам говорит, ты чё, совсем обнаглел? Ты чё себе там позволяешь? А ну-ка, стоп, никакой тебе Финляндии. А я все равно хочу ее захватить, я все равно хочу захватить Финляндию. Ладно, пока Финляндию, наверное, трогать не будем, давайте с вами создадим Кальмарскую унию. Отлично, создали мы королевство Скандинавия, и дальше, да, мы можем дальше всякое такое создавать, воссоздавать, то есть неплохо это все выглядит. Объединение Скандинавии. Благодаря силе своего оружия государство королевства Дания объединило под своим владычеством все скандинавские народы, и теперь его правительство занимается включением в состав новых территорий. Замечательно. Смотрите, дальше мы, наверное, возьмем с вами шведская стальная промышленность. Так, и смотрите, по стали мы можем больше не закупать сталь, потому что у нас стали у самих теперь до хрена. По новым военным заводам вот примерно вот так мы все это дело распределяем, и дальше производим наши подводные кораблики. Все, хорошо. Так, здесь у нас 17 дивизий, надо назначить нашего лучшего командующего, который участвовал в захвате всех остальных территорий на этот фронт. Вот эти дивизии у меня будут охранять фронт с Германией, все 5 дивизий остальных у меня займутся тем, что будут удерживать ключевые всякие порты и так далее в моей стране. Постоянно мы будем укреплять эти всякие порты, важные территории, дабы в будущем никаких даже примерных высадок на нашу территорию не последовало. Так, по строительству у нас строятся в основном наши фабрики и всякие бункера. Отлично, пускай строятся дальше. Здесь должно быть по десятке укреплений, чтобы на нас Третий рейх даже не думал сунуться. И здесь у нас будет патрулировать наш мощнейший флот. Так, по торговле. У нас с вами португалец теперь покупает ресурсы, потому что это наши ресурсы. Вольфрамчик мы можем спокойно не покупать, а вот в британской Малайе покупать резину-то нам надо. Смотрите, если бы мы с вами напали еще дополнительно на союзников, у нас бы лишился доступ к ресурсам по типу резины и так далее, алюминия. Италия присоединяется к Третьему рейху, но мне плевать. Мне плевать. Давайте стратегии экономической мобилизации возьмем, потом возьмем ячейку на исследование. Новые дивизии у нас появляются в нашем распоряжении. Новые дивизии, как вы догадались, мы отдаем на укрепление портов. В Исландии, в Гренландии все это дело нам нужно укреплять. Сюда уже наши приплыли, братишки. Куда ты плывешь? А, ты в Исландию плывешь? Ну ладно, в Исландию можно. В Исландию разрешаю. Ну да, такой блицкриг по-дански у нас с вами получился. Завладели мы скандинавскими странами быстро, безболезненно. Вот она и самая слабая скандинавская страна, как говорится. Так, Третий рейх сюда танки привел, это мне не нравится, но здесь у нас укрепление. Стратегии экономической мобилизации готовы. Расширить Копенгагенский университет. Получаем ячейку на исследование. Так, дальше смотрите, ребят, по самолетам. Улучшенный корпус маленького самолета. А давайте вот так сделаем. Все равно эти самолеты будут более современные, чем самолеты, которые у нас сейчас с вами есть. Так, Третий рейх там напал на Польшу. Вот только сделали, мы начали производить новый самолет, сразу началось. Польша, к сожалению, не продержалась. И недели, наверное, да. Пала она очень быстро. Но в будущем, конечно, мы перейдем на более сильные дивизии. Но смотрите, этот шаблончик мы в будущем с вами усовершенствуем. Добавим сюда еще 2 ПВОхи, чтобы у нас здесь было 35 ширины фронта. Вот так сделаем. И тогда мы точно будем выносить все вражеские дивизии, которые только видим.
увидим. Нас никто не сможет остановить, мы будем с вами просто богами в этом мире. Выберите технологию для исследования, берем с вами развитие строительства 3. Третий Рейх там объявил войну Нидерландов, началась война против Нидерланд. Что у нас по дивизиям? Надо бы дивизии новенькие выпустить. Бельгия присоединяется к союзникам, началось. Советский Союз объявляет войну Мне кто-то войну объявил. Третий Рейх мне войну объявил. Я думаю, что за хрень произошло. Третий Рейх-то войну объявил. Так, срочно отменяем вот эту всякую тренировочку. И нам нужно с вами сейчас со флотом разобраться, потому что страдают из-за этого наши конвои в большом количестве. Нам сразу посылают ленд-лизы всякие. Франция, пакт о ненападении. Давайте, пакт о ненападении с Соединенным Королевством. Сейчас мы разорвем на клочки эту вашу Германию. Ё-моё, чё, впервые что ли? Потопили мы 3 вражеские подводные лодки, отлично. Что у нас по воздушным сражениям? Давайте смотреть по воздушным сражениям. Но здесь мы пока что выигрываем, слушайте, пока что здесь выигрываем. Что там по морским сражениям? Давайте смотреть. Здесь вражеских кораблей 51, здесь 35, здесь 60. Здесь у нас морское сражение происходит. Что по этому морскому сражению? Потеряли мы один наш фрегат. Да, вот видите, как вышло. Сейчас Советский Союз воюет тоже против союзников. Вот так вот, блин. Но здесь у нас эшелонированная оборона. Они не смогут прорваться, если только куда-то не высадятся. Но я надеюсь, они не высадятся. Как Советский Союз сейчас высадился. Но пока что мне не показывается, что они куда-то высадку планируют. То есть с этим все нормально. С этим более-менее все хорошо. Но они подвели сюда больше своих дивизий. Фига они дивизий сюда подвели. Слушайте, походу они сейчас будут штурмовать наши с вами позиции, укрепления. Поэтому мы с вами выпускаем дополнительного командующего. Назначаем с упором на оборону де Чарльз. Назначаем вот такой вот фронт. Эти дивизии пускай у нас сразу обучаются. Прямо на линии боевого соприкосновения. Вот, у нас есть улучшенный корпус маленького самолета. Что мы можем сюда взять? О, броневые пластины наконец-таки появились. Я так долго ждал, когда они появятся, ребят. Вы не представляете. Все, отлично. Броневые пластины у нас с вами появились. Теперь, в принципе, можно сохранять данный шаблон тип 2. Дальше усилить военную промышленность. Погнали. Получим военные заводы, которые у нас пойдут на производство наших самолетиков драгоценных, которые сейчас очень сильно сбивают. О, смотрите, что замутили. Глядите, какие хитрожопые. Высадку они замутили сюда. Высадку они сюда замутили. Сейчас мы это все быстро, блин, прекратим, эти высадки дурацкие. Фига они там замудрили, блин. Куда лезете, молодые, блин? На мою территорию? Да я вас сам сожру с этой территории. Ё-моё, сейчас сюда еще подведу голубику мою, блин. Хана вам, блин, итальянцы. Куда высадились, ё-моё? Назад, я сказал. Продолжаем застраивать ПВОху. Больше ничего не остается. Единственное, что теперь у нас со снабжением проблемы из-за того, что наши поезда выбамбливают, как я уже и сказал чуточку раньше. Знаете, что сделаем? Давайте отменим конвейерное производство. Вместо конвейерного производства будем делать бронепоезда. Пора уже переходить на бронепоезда. Давным-давно пора было это сделать. А Советский Союз тем временем аннексировал полностью Финляндию. Надо было все-таки нам нападать. Но тогда бы мы точно с вами не справились. Прикиньте, и Третий Рейх, и Соединенное Королевство. Это же вообще жесть. Захватил полностью все балканские страны. Но мы с вами продолжаем держаться. Я думал, мы с вами перейдем рано или поздно в наступление, но пока что наступлением тут даже и не светит. Вообще, пока мы с вами находимся вот в такой вот оккупации, которая, к сожалению, вынужденная пока что в этом времени, мы должны с вами как-то развиваться. Во-первых, взять расширенный призыв. Во-вторых, промышленный концерн. В-третьих, можно взять превосходство в воздухе для наших истребителей, чтобы наши самолеты чувствовали себя намного лучше. По исследованиям конвейерное производство у нас завершено суперски. А что касается кораблей, то пора давным-давно переходить на новые подводные лодки. Я еще думаю, может использовать методику минной войны, чтобы вот здесь вражеские корабли, вот здесь просто уничтожались, напарывались на наши минные заграждения. Отлично, ПВОху мы практически достраиваем. Вот так это сейчас все выглядит. Хорошо. Здесь еще аэродром улучшить до финального уровня, будет еще супер. И у нас наконец такие самолеты, глядите, прямо хорошо начинают производиться, прямо заглядение на самом-то деле. Что по самолетам, давайте смотреть. Третий Рейх объявляет войну Советскому Союзу. Во, началось. Правда, у нас история немножко по другому пути пошла совершенно. Ну ладно, может попробуем этим воспользоваться. Надо еще дождаться, когда там Соединенные Штаты Америки в войну вступят. Даже мы без американцев, как говорится. Так, и у нас военные заводы начинают строиться по всей нашей стране. Давайте застраивать военными заводами всю нашу необъятную. Получать больше военных заводов, больше фабрик, которые будут идти, конечно же, на производство самолетов, на производство всякого интересного. По всей нашей стране застраиваем всю эту тему. Вот это мы сбиваем их, смотрите. Вот это мы их начали сбивать. Каждый самолет просто вражеский сбиваем. Здесь сколько вражеских самолетов? Около 200. Но они все свои самолеты перевели вот сюда, на Восточный фронт против Советского Союза. Что я могу Советскому Союзу поставить? Давайте-ка подумать. Давайте я ему поставлю 15 тысяч пехотного вооружения. По северу я ему это, кстати, поставлю. Вот здесь у нас общая граница. Я думаю, пригодится ему мое пехотное вооружение. Наконец-таки мы здесь с вами имеем полное превосходство в воздухе над противником. Тут еще, конечно, ПВО-20. Кстати, насчет вот этой темы надо нам построить везде вот здесь вот такую вот фигню. Пускай будет. Давайте сразу
это будем сейчас строить. Кстати, нам надо, знаете, насчет чего переживать? Насчет того, что если Третий Рейх умудрится прорваться, нам нужно будет с вами как-то обезопасить нашу северную границу с Третьим Рейхом, который вот здесь сформируется. Но у меня на этот счет есть парочку предложений. Я, если что, туда отправлю наших генералов. Соединенные Штаты Америки присоединяются к Альянсу союзники. Наконец-таки это произошло, и сейчас, по идее, может начаться что-то интересное. А что я могу сделать? Чего они со мной вообще это не дружат, не хотят дружить? Блин, гады какие. Враг уже не отправляет свои самолеты полетать, а мы теперь, по идее, из-за того, что у нас есть военное морское превосходство, сможем с вами попробовать совершить прорывчик. Хоть какой-нибудь. Давайте попробуем. И здесь мы, кстати, даже высадку с вами не сделаем, потому что у нас кораблей слишком мало. Фига там Третий Рейх уже прорывчик совершил прямо до Москвы. Ё-моё. А чё по потерям? Давайте взглянем. Германско-датская война. Третий Рейх потерял об Советский Союз 800 тысяч. Советский Союз об Третий Рейх 800 тысяч. Вот так как-то это произошло. И знаете, в чем самый прикол? Мы до сих пор с вами не находимся ни в одном альянсе. Это странно. Но здесь Третий Рейх должен, по идее, очень сильно истощаться, и Советский Союз должен выиграть в этой битве. Я надеюсь, что он выиграет. Да, тут может Третий Рейх где-то прорвется, сможет что-то уничтожить, захватить, но правда-то за Советским Союзом он сможет выстоять, я верю в это. Так, здесь что мы берем? Превосходство в воздухе. Да, превосходство в воздухе мы здесь определенно берем. Эффективность морской авиации, наземную поддержку возьмем. Ну блин, попытка на самом-то деле неплохая, но боюсь, ни к чему хорошему эта попытка нас не приведет. Но давайте попробуем до конца, раз пошли. Раз пошли, то надо доделывать, ё-моё. Слушайте, а прорываемся. Смотрите, все-таки самолеты наши решают. Прорываемся. С божьей помощью просто какой-то прорываемся сквозь их оборонительные позиции. Тут наши голуби вздыхают очень быстро. Попробуем отогнать вражеские дивизии за Киль. Попробуем даже Киль захватить, если нам удастся это сделать. Это будет вообще классно. Вражеский танк подъехал сюда. Высадку тут итальянцы свои планируют, блин. Так, а мы продолжаем свою нападническую действие. Да, слушайте, походу прорвались мы с вами на эту позицию Третьего Рейха. Походу первый мы успех такой локальный с вами сделали. Чуть-чуть осталось. Дивизии просто выбиваются моментально. Пробиваемся, слушайте, пробиваемся. Голубей мы здесь оставляем. В поддержку с этого направления идем. Ну да, походу за речку мы их, ребят, с вами прогнали и на этом закончим. Там что-то Третий Рейх завис около Советского Союза, но нам это на руку. Нам это вообще на руку. Ведутся у нас тяжелые кровопролитные бои вот здесь. Противник не хочет уходить с этих позиций. Ну тут уже можно на 5-й скорости спокойно лететь. Нам нужно пехотное противотанковое оружие новое взять, чтобы с танками противника справляться на ура. Кстати, про ленд-лиз. Начать ленд-лиз. Отправим мы Советскому Союзу 10 бронепоездов. Отправим мы также Советскому Союзу... Что можно отправить? Что дополнительно пехотного вооружения в размере 10 тысяч. И отправим ему 20 гладиаторов канадских. По танчикам мы ему отправим 100 шведских танков. Вот такой ленд-лиз мы Советскому Союзу рубанем. Надеюсь, он ему поможет там продержаться еще дольше. Так, что по самолетам? Везде у нас тут асы присутствуют. Вот сюда аса добавим. Хорошо. Добавляем еще сюда самолеты. В итоге 700 самолетов у нас на этом фронте будет. Вражеских истребителей тут практически вообще нету. За годы мы сбили с вами 1911 вражеских истребителей. Сбили с вами за годы этой войны. Так, по производству, смотрите, и дальше идем на массовое производство винтовок. Начать ленд-лиз? Давайте. От ленд-лиза я не откажусь, особенно от мексиканского всякого. Оружие огневой поддержки, погнали. Нам надо с вами улучшение рабочих условий прожать. Вот это нам надо, вот это я согласен, вот это нам пригодится. Советский Союз упорно так сражается, хочу сказать. Он воюет против всех стран-союзников. Он вообще против всего мира, считайте, воюет, за исключением там Японии какой-нибудь и все. По исследованиям начинаем изучение экспериментальных ракет. Здесь полное превосходство наших самолетов. Вот эти самолеты, вот этой модификации, ребят, очень хорошо себя проявляют. Надежнейше. И, кстати, по исследованию. Сейчас у нас завершится исследование чего-либо. Это атомное исследование. Мы с вами перейдем на исследование улучшенных истребителей. Модернизировать флот, перевооружить старые корабли. Модернизировать флот давайте возьмем. Неприкрепленные дивизии. У нас же тут постоянно дивизии производятся. Я же забыл про это. Вот они постоянно делаются. В целом нормально. Там Советский Союз, кстати, возвращает уже себе территорию. Он отодвинул врага от Сталинграда подальше. Умер Торвальд Стаунинг. Блин, печально. А кто это? Изучаем новую артиллерию. Погнали. И у нас же там вроде новые радиостанции построились, да? Давайте сразу на второй левел их качнем везде. Радиообнаружение здесь у нас вообще очень классное, да? Да, намного лучше, чем у соперника. За годы войны наших истребителей сбили 524, случайных потерь 45. За годы войны у него 2000 истребителей сбилось и 1200 бомбардировщиков. И учтите, что это только наши самолеты воевали. Ни одного самолета союзников, но кроме ленд-лиза, не было и в помине. Он, в принципе, сам красавчик, хорошо справляется
справится, но мы ему еще ленд-лиз посылаем, поддерживаем, так сказать, трудной, тяжелой борьбе. Я ему еще хочу отправить 20 канадских гладиаторов, которые передали нам канадцы, и хочу ему отправить еще около 40 конвоев. Теперь по рынку вооружений. Я хочу, знаете, что сделать? Добавить снаряжение на продажу. Очень фиговые тяжелые истребители, то есть у меня как бы простые истребители лучше этих тяжелых истребителей в несколько раз. Какой вклад в войну у нашей страны? 21%. Из-за того, что уничтожено вражеских самолетов, урон в наземном сражении. Вот так вот. За месяцы сражений наших истребителей сбили 42 штуки, вражеских сбили 746. Просто полнейшая доминация. А здесь ТПшечка, а здесь на нас пошли теперь в атаку болгарские, немецкие подразделения. Так, летняя школа, погнали. Опыт авиации получаем здесь, мы получаем наконец-таки бонусы. Бонусы на что? Объемы производства, слушайте, неплохо. Давайте будем продавать наши суперские самолеты, слушайте. Наши суперские самолеты, я думаю, будут покупать как нефиг делать. Прорывчик неплохой получается, ребят, хочу сказать. Да все, Третий Рейх, ты уже посыпался. Давай, ты отдавай мне эту провинцию, и буду дальше думать, как пробивать тебя через речь. Давай ты уже быстрее это делай, а. Есть пробитие. Фух, хорошо. Здесь мы с вами добились определенных успехов. Здесь у нас все готово к тому, чтобы совершить морскую высадку, и наши с вами вооруженные силы поплыли в Готланд. Нам надо, знаете, что делать с вами, ребят? Потихонечку надо заменять голубков, вот эти вот дивизии, на дивизии мажоров. Кристина будет важнейшая задача, он поплывет в Росток. Давай подготавливайся. Задача взять Росток под свой контроль. О, союзники нас приглашают в свой альянс. Нифига себе дожили. Неужели? Не прошло и 100 лет. Там, наверное, наша мировая напряженность просто упала. Вот они нас и пригласили в свой альянс. Не, я пока что вступать не хочу, поэтому отказываюсь от этого великого предложения наших друзей-союзников, потому что союзники воюют с Советским Союзом, а я не хочу воевать с Советским Союзом. Я такой вот нейтралитет хочу соблюдать, и мне кажется, это единственное правильное решение в данной ситуации. Тут до сих пор сражения какие-то происходят. У нас 2 самолета сбито, у них 47. Но это просто космические цифры. Они аж убрали свои самолеты оттуда, потому что посчитали нецелесообразно. Я их прекрасно в этом понимаю. О, у нас запрашивают оружие, у нас запрашивают... О, Советский Союз у нас оружие запрашивает на покупку. Наконец-таки, ура. Заметили, что все у нас хорошо становится. Скоро у нас изучится новый самолет, будем его уже использовать. Я жду этого момента, жду не дождусь. Так, мы с вами пробились, кстати, в Росток, друзья. Росток наш. Росток мы взяли с вами под контроль, это замечательно. Отсюда мы уводим 2 дивизии, одну дивизию сюда и одну дивизию вот сюда. После этого, так как мы взяли с вами Росток, отправляем еще 2 дивизии нашему адмиралу. Ну, слушайте, здесь мы с вами укрепились. Здесь мы с вами укрепились. Морская высадка прошла очень хорошо и очень даже безболезненно. Я думал, будет немножко больнее для нашей страны, но нет. Дальше что мы делаем? Всех 9 мужиков, которые есть у нашего мужика, отправляем нашему командующему. И ждем, когда они приплывут к нему на фронт. И дальше просто начинаем прорыв. Надо было давным-давно пора так сделать, ребята. 400 наших вот этих военлетов отправляем сюда. Они здесь поддерживают наше наступление. Попробуем котелочек с вами, ребят, заварить. Из вражеского среднего танка Панзер-дивизия у нас попадает наше окружение, которое мы с вами для него подготовили. Ух ты, а тут высадка произошла. Вот о чем я говорил. Почему они выбивают наше подразделение отсюда, но это какая-то дичь. Этого не должно происходить. Прикиньте, сделали, ответили мне типа высадку на высадку. Так, отлично. Здесь мы противника выгоняем, продолжаем дальше пробиваться, уничтожаем итальянские подразделения, которые к нам в окружение попадают. Самолеты тут наши просто везде летают, им вообще управы нету, мы сбиваем все, что можно сбить здесь вообще в принципе. Превосходство в воздухе полностью за нами. А что нам долго думать? Погнали сразу Берлин захватим, чем мы тупить будем? Просто Берлин захватим и все. У нас дивизии сильнее, чем у Третьего Рейха, у него тем более недостаток по снабжению. Просто прорываемся через леса, через еще какие-то провинции, захватываем Берлин. Легко и просто, как чунга-чанга. Берлин стал нашим, а значит у нас появились военные заводы, которые сразу куда-то отправились. Хорошо, не суть важно. Так как Берлин наш, мы взяли здесь центр снабжения, нам надо еще центр снабжения в Магденбурге, и тогда их оборона полностью здесь, на этом участке фронта, поломается. Ух ты, как вовремя мы войска подъявили. Там королевство Италия восстало. Все, началось, блин. Магденбург мы, ребят, с вами захватили. Ну и по производству чуточку просто дороже будет. Все, ребят, перешли мы на производство новых абсолютно самолетов. Замечательно. Что у нас здесь происходит на полях сражений? На полях сражений нам нужно с вами... Нам достаточно здесь просто охоту на конвой устроить. И все. И мы видим с вами вот эту замечательную картину. Всего лишь охоту на конвой устроили, и все. Раз дивизии противника здесь истощаются, мы вот по такому пути с вами пойдем. Это поражение. Это наконец-таки поражение. Мы наконец-таки
захватим этот укрепрайон у них. Уничтожаем эти дивизии, которые у нас здесь оказались в окружении. И сейчас мы объединим наш фронт. Сейчас, ребятушки, мы объединим наш фронт. Давай, пока. И назначаем вот такой вот фронт. По этому фронту мы переходим в активное наступление по всей Германии. Сюда мы отправляем наши с вами самолеты. Эти 600 самолетов едут сюда. Эти 400 самолетов едут сюда на поддержку. Погнали в атаку на автоплане, потому что руками мы уже с вами все сделали, все, что могли сделать. Это будет знаменитое сражение. Наши дивизии здесь появляются постоянно вот тут наверху. Отправляем их нашему командующему и уничтожаем с вами Третий Рейх, захватывая территорию за территорией. Они просто падают в бешеных количествах. Мы потеряли 12 истребителей, они потеряли уже 134. Просто грандиозный успех нашей авиационной силы. Давайте посмотрим на нашу вообще авиационную силу. Вероятность появления АС, эффективность воздушных заданий, вероятность летных происшествий, маневренность. То есть бонусы не такие уж и большие, согласитесь. Но все равно наши с вами самолеты проявляют себя очень и очень здорово. Наконец-таки я начал изучение первой машинки нормальной. Дожили, блин, дожили. Так, здесь мы с вами, как говорится, встретились с Советским Союзом. Ура, ура, здорово, братан. Хорошо, ладно, переназначаем немножко наши приказы. Здесь Советский Союз сам справится. Я даже не успеваю посмотреть, что там за дивизию противника были. Они просто мгновенно исчезают. Людей у нас мало. Здесь уничтожаем венгерские дивизии, которые у нас попали в такое окружение импровизационное. И там потихонечку Итальянская Народная Республика под руководством Бенито Муссолини проигрывает. Очень надеюсь, что быстрее ее захватит. Прямо очень сильно надеюсь. Мы сейчас с вами освобождаем всю Европу, можно так сказать. Ну как освобождаем? Я планирую эту всю Европу потом к своим рукам прибрать. Как бы цель этого ролика у меня вот такая, да? Наши мишки с вами очень хорошо проявляют, ребята. Если что, вот он шаблон, смотрите. Офигенный шаблон. Проявляет себя суперски. Ну и про птичек не забываем. Птички тоже себя хорошо проявили. Советский Союз красавчик, он нам сильно помог. Давайте взглянем на потери Советского Союза. 4,8 миллионов. Потери Третьего Рейха от Советского Союза 6,2 миллиона. То есть Советский Союз воевал очень и очень хорошо. О чем говорить, если он даже Финляндию к своим рукам прибрал? Здесь пробиваемся. Аусбург захватываем потихоньку. Я вообще не понимаю, почему Третий Рейх продолжает сражаться. Я бы на его месте уже просто сдался. Тут уже все известно. В этой войне мы с вами проявили себя очень хорошо. Посмотрите. Единственное, что нам людских ресурсов не хватает, вот и все. Третий Рейх наконец-таки капитулировал, аллилуйя. Фига мы красивые стали. Прикольно выглядит, прикольно выглядит. И задача у нас одна — дойти с вами просто до Милана. Вот этой толпой огромной нашей грандиозной идем до Милана. Милан захватили, аллилуйя. Что там, Италия капитулирует? Близка капитуляция на... Тогда идем до 300. Меняем расположение. Да, примерно так и воюем. О, Итальянская Народная Республика капитулировала, хорошо. Легионерская Болгария осталась. Ёпарный театр, ну что ты будешь делать? Какая нахрен легионерская Болгария? Дайте мне закончить эту войну. Какого хрена она вообще ведущее государство, блин? Уничтожьте ее, ребята, уничтожьте. Легионерская Румыния тут чья вообще? Чё мы? Хуже кого-то или чё? Не понимаю. Сейчас мы здесь разрулим, блин. Главное вот эти дивизии выбить отсюда и все. Это не дивизии Рейха, это не дивизии кого-то там еще. Это какие-то просто слабые дивизии румынов, которые мы с вами должны просто сейчас переживать и выплюнуть. А то эта война будет просто идти до бесконечности, а мне это нафиг не надо. Вот эти давайте продадим, самые современные. По высокой цене, конечно же, все продаем. 40 тысяч они стоят, прикиньте. В принципе, теперь я могу построить бизнес на продаже своих истребителей. Буду постоянно продавать всяким странам свои истребители, их будут покупать, а я буду за счет этого застраивать свою страну. Делать ее еще больше, еще величественнее. И производить еще больше истребителей и продавать их еще больше по высокой цене. Это просто, ребята, замкнутый круг будет. Так, наши войска с вами прорвались, замечательно, аллилуйя. Наконец-таки они прорвались, дальше мы просто должны допушить всю эту тему. Давайте просто допушим. Наши войска, наши пехотные дивизии, вот этот шаблон, который, ребят, я сделал, просто монстры. Они просто идут и уничтожают все, что видят, блин. Просто уничтожают все, что видят. Да вы сами видели, как они себя в обороне проявляют, как они себя в атаке проявляют. Скажи, что ты капитулируешь. Да, ты капитулируешь, наконец-таки это произошло. Так, ну что же, мирный договор в городе Берлина. Скандинавия забирает 7 регионов, Советский Союз забирает 3 региона. Вот так вот. Так, и нам надо уводить отсюда наши вооруженные силы, и отсюда надо уводить наши вооруженные силы. Какая-то дичь произошла. Короче, у нас же война здесь ведется теперь между Коминтерном и союзниками, поэтому вот тут такая херня и произошла. Но слава богу, что я ни в одном из этих конфликтов не участвую. Здесь есть датская Германия, моя марионетка, у нее есть промышленность, Нидерланды тоже моя марионетка. Я, в принципе,
принципе, остался доволен, блин. Теперь мне надо вывести отсюда все свои вооруженные силы. Поехали домой после войны. Из Балкан возвращаются через боевые действия, просто через Румынию. Поехали, блин, домой. Национальный фокус у нас не выбран, берем с вами амбиции на Северном море. Так, дальше по военным заводам. Нам нужно 5 военных заводов сюда, 5 вот сюда, чтобы просто было, и все будет у нас хорошо. И самое прикольное, что мы Берлин взяли под наш контроль, попросить поддержку гарнизонов. Сюда людей мне давайте, блин. Теперь на гарнизонах у меня меньше солдат задействуется. Это хорошо. Это очень хорошо. Все, наши вооруженные силы прибыли на основной наш фронт, и в принципе на этом можно заканчивать наш видеоролик. Вот такая вот красотень у нас с вами получилось. До 1940 года мы строили только с вами военные заводы. Дальше мы производили корабли, производство авиации 100%. Прикиньте, мы по общему счету даже меньше, чем наша марионетка датская Германия. За счет чего? За счет флота, промышленность или чё? Но мы по промышленности с вами находимся на 5-м месте. Ну что же, друзья, вот наша 40-минутная сага про Великую Данию подошла к своему логическому завершению. Дания из маленькой, ничтожной страны превратилась в мощную страну-гиганта. Наши самолеты лучшие в мире. Секрет технологий никто до сих пор не знает. Наша армия, самая могущественная, смогла дать отпор многим странам, в том числе и Третьему Рейху. Мы их развалили, уничтожили и сожрали. Надеюсь, тебе понравился данный ролик. Если хочешь больше таких роликов с таким хронометражем, то ставь лайки, подписывайся и комментируй.